Новости Ближнего Востока лучше всего брать одну-две новости, которые будут дополнять друг друга. Что мы с вами сейчас и сделаем. Друзья, второй за сутки самолет ВВС США потерпел крушение в районе Персидского залива. Этому сейчас очень многие уделяют внимание, потому что сбивает Иран. Мне, кстати, хочется перед иранцами извиниться, я не поклонник связей России и Ирана, потому что, дай бог здоровья Ирану, там побольше мечетей, а в России побольше бы церквей. Но так получилось, что вот эти связки, они какие-то не очень здоровые, но это ни в коем случае, просто я по комментариям вижу, что люди там есть, которые на стороне Ирана. Это, наверное, иранцы. И если это россияне, то валите к себе в Иран и давайте его поддерживайте. Так вот, хочется нежно вам, так сказать, в дорожку дать ускорение. Потому что у каждой страны есть свои какие-то ценности, есть свои какие-то народности, которые хотят жить в своих культурностях. Вот. Не надо нам навязывать каких-то чужих. Да? Поэтому у меня нет раздражения, но я просто считаю, что у каждой страны есть свое культурное наследие, и не надо мне иранского. Дай бог Хамини, так сказать, там, чтобы все у них произошло, значит, нормально там, на небесах. Вот. Но я никому смерти все равно не желаю. А мне желают новой культуры, шариата. Я против, я не хочу. Вот, так что, еще раз, да, это где-то мое немножко извинение перед теми, кто там может думать, что я желаю зла Ирану или США. Я никому зла не желаю. Больше того, вокруг Ирана сейчас очень интересная политическая повестка. Китай говорит о том, что надо всем примириться. Ну, не примириться, то есть он говорит, что все вопросы должны решаться переговорами. Это очень хороший пример для Китая, который, он что хочет, то и говорит. Им большие молодцы. Но дело в том, что это тоже не такая панацея, знаете, что все идеально будет. А вот русско-турецкая война закончилась тем, что была освобождена Болгария, у нее была огромная, прекрасная ее исконная территория, там вплоть до Средиземного моря, была бы шикарная для туризма страна просто. Она и сейчас шикарная, но тем не менее было бы не только Черное море, еще и Средиземное. Это было бы, они бы там только на туристах бы себе, наверное, два бюджета делали. А потом сначала кровью они очистили свою страну, Россия им еще помогла, там до сих пор памятники благодарности стоят. А потом пришли товарищи, значит, давайте все посоветуемся. И насоветовали половину, потому что они кровью отвоевали, значит, отдать Турции. Дай бог здоровья. Подождите, нет, извините, соврал. Не Турции, а... Господи, боже мой. Греции, по грекам, по-моему, отдали, да, там остатки Османской империи, вот это все обсуждалось. Речь про другое, речь про то, что не всегда однозначно согласны и люди, и здравый смысл, и справедливость, то, что было нарешалось на уже каких-то политических их саммитах. То есть все равно может вызывать вопрос. То есть это все равно не идеально. Может быть, это в любом случае лучше, чем потоки крови, как говорится, да? Но с другой стороны, потом потоки крови иногда обнуляются и обесмысливаются вот этими самыми совещаниями. Вот Китай говорит, что по поводу Ирана, давайте разговаривать, прекращать боевые действия. И так далее. Вот. Опять же, Макрон высказывается, что тут надо с Трампом бороться, а не Ормузский пролив, значит, открывать силовым путем. США настаивают на то, что силовым путем надо только все это делать, потому что если это не делать, то Иран, кстати говоря, который заявляет, что мы вообще только за мир и дружбу, жвачка, и что это вы против нас силой. Израиль со своей стороны, причем совершенно обоснованно заявляет, что... Иран такой, что-то я уже забыл как-то выражение, что они никому там, то есть не обоснованно на них нападение, для этого должны быть полные основания. Нифига себе. Они на высшем политическом уровне совершенно открыто заявляли о том, что у них прямая цель вообще существования их страны, убийство всех жителей другой страны. Как бы кто там кому не относился, пофигу. То есть у них цель их существования уничтожение Израиля. Они что, охреневшие, что ли? То есть, что это значит? Сегодня они Израиль снесут, завтра в России там слишком много церквей, да? То есть это тоже надо понимать, что это на высшем политическом уровне они это говорили, что у них цель убийство всех людей целой страны. Это вообще как, да, поэтому здесь очень много нюансов, очень много стран по-своему высказываются, когда они высказываются, у них отключаются уши и мозг, поэтому они что-то сейчас говорят, но они уже ничего не помнят, не слышат, поэтому, наверное, полезно нам сейчас, как-то собирать вот эти крохи информации, которые одна накладывается на другую. И Иран действительно держится, он сбивает, он уже, я так понимаю, что уже 2 сбита самолета, которых невозможно сбить, по словам Трампа. Но, тем не менее, второй за сутки самолет BBC все время хочу прочитать, ВВС США потерпел крушение в районе Персидского залива.
Сообщают об этом со ссылкой на американских официальных лиц. Штурмовик А-10 Варфок упал вблизи Ормузского пролива примерно в то же время, когда был сбит истребитель F-15E правильно, да, наверное, по данным издания, пилот А-10 спасен, пилот. Такая ситуация. И тут же давайте следующую. Да. Иран опроверг предложение США о 48-часовом прекращении. Мы говорим, можем сражаться. При том, что сейчас это все на фоне того, что объединение арабских стран Персидского залива и уже обращение ООН рассматривает версию, что Иран надо уже физически давить. То есть, ну, просто для многих совершенно очевидна позиция Ирана, она достаточно радикальная. Не надо смотреть, да, еще раз, люди, они везде самые замечательные и прекрасные, но есть правительство, которое выбрало такой-то вектор. И то, что сегодня они Израиль сносят, ну, а завтра какой вектор они выберут. То есть, тоже же нельзя, наверное, на самотек это пускать, что они начинают решать там, причем по своим религиозным взглядам, им не нравится еврей, ну, замечательно. В России тоже дофига кому не нравится, но никто с ножом не бегает, в них не тыкает. Ну, может, кто-то бегает, но хорошо садится потом. Да, то есть, на высшем уровне, там, где вообще-то есть понятие окно Авертона, что нельзя говорить больше каких-то вещей. Почему? Потому что это может быть не только триггером, это может воздействовать на, не знаю, условно говоря, неокрепшие умы, на эмоциональное состояние какого-нибудь человека с неустойчивой этой самой психикой и эмоциональным состоянием. Из-за того, что ты говоришь, мы хотим снести Израиль, потом какой-то урод пойдет и ножом ткнет какого-нибудь еврея просто, потому что он дурак. В России то же самое было. Путин заявил, что у нас страна гомофобов. Вот у него что-то там вспучилось в его башке, что у него там какие-то гомофобы в голове сидят, друг с другом они череберинкаются, наверное, у него в башке. Но были факты, что после этого какая-то некрепкая башка, были погибшие. То есть просто кто-то... Поэтому первые лица не должны затрагивать темы, которые могут стать благодатной почвой и подтолкнуть людей с отсутствующим мозговым веществом, которые умеют думать только глазами и через телевизор, но что они пойдут и начнут действовать, какие-то делать страшные вещи. Вот. А Иран себе позволяет говорить о том, что надо снести такое государство. Просто, по-моему, это ужасно, по-моему, это вообще кошмар. И поэтому то, что происходит, это оправдано. Хотя, еще раз, мне хочется поддержать всех людей, потому что люди, особенно с отсутствующим мозговым веществом, которые любят телевизоры, великие идеи, вы бедненькие, я вас понимаю. Но вас надо останавливать, пока вы не начали убивать нас, значит, несчастненьких. Иран опроверг предложение США, отверг о 48-часовом прекращении огня, сообщает Фарс со ссылкой на источник. Предложение последовало после возникновения серьезных проблем для вооруженных сил США, вследствие неправильной оценки военного потенциала Исламской Республики Иран. Не знаю, насчет неправильной оценки, многие думают, видимо, выходцы из тоталитарных режимов, из вертикали власти, Трамп не является такой истиной в последней инстанции. У него не коммунизм, у него не Китай, не другие страны, у которых только вертикали, там, что верхушка сказал, и все такие. Трамп может вообще разучиться говорить, он может только танцевать. Сейчас он тут сбацал с каким-то концертом, там с палочками, что-то там пританцовывает. И все таки это Ельцин. Да блин, вообще близко сравнивать нельзя. На Ельцина все смотрят, вот привычка это, наше начальство все решает. А начальство тринь, и такого он решает, что мам не горю, еще и штаны мокрые. Совсем другое в странах, где разбиты на институты власти, где Трамп вот завтра сердечко прихватит, дай бог здоровья, да, то есть, ну, куда-то делся, ну, спился, упался, не знаю, увлекся, там танцует и поет. Все системы работают, и работа по Ирану, она ведется теми людьми, которые являются аналитиками, ведут какие-нибудь лекции в институтах, там, не знаю, войны, изучения войны в Британии, они делятся. Почему, кстати говоря, был взлет экономики? Ну, так вот, небольшой, да, экскурс, я не знаю, но то, что, наверное, полезно учитывать. Почему был взлет в экономике, когда вырезали всех коммунистов в Чили, Пиночет. Пиночет не был хорошим экономистом, то есть он был хорошим военным, но он вообще никаким был экономистом. Он обращался к этим самым США, и дело не то, что там приехал тут же президент там, и начал плясать правильно, нет. Оттуда начали приезжать, оттуда или какие-то рекомендованные, очень хорошие экономисты. Больше того, между прочим, в Чили были большие проблемы. Это не какая-то там великая демократия, там была военная диктатура. Но и при военной диктатуре может взлетать экономика, если профессиональные мощные умы этим займутся и занялись. Коммунисты перестали мешать, ну как мешать, под ногами мешались тела, их не сразу всех закопали. Вот, ну это же процесс все-таки там культура требует.
Вот, я это к чему? К тому, что Трамп может плясать, но в его стране есть система, где какие-то гранты, где какие-то люди, которые жизнь посвятили, у них образование. Я думаю, что они изучают. Я думаю, что, еще раз, мое мнение, ну, пишите те, кто в этих странах жил, живет, или, может быть, я неправильно понимаю, но когда рассматривается там, допустим, вопрос, да, удара по ядерной программе Ирана, я убежден, что разрабатываются версии, там, как может пойти дальше развиваться события и ситуация. Причем есть примеры того, что именно в США очень по-разному подходит к одному и тому же вопросу. После 11 сентября, да, вот эти небоскребы, когда в них были направлены самолеты, там ведь очень много было действий по защите, по развитию оборонных возможностей, вплоть до того, что писателям, тем, которых в России пендалями, значит, дают ускорение из страны, потому что они плохо зад лижут. Писатели не умеют лизать зад. Если они научатся лизать зад, они разучатся писать. Ну, так это устроено, ну, блин, ну, что поделаешь. Вот, и в то время как в России им пендали раздают, а в США, например, когда была атака, как бы писатель не относился, он мог ругать, были конспирологи, которые там это все сами устроили. Но им выплачивали гонорары писательские, только напишите, что еще может быть при нападении на Соединенные Штаты. Не обязательно, чтобы их произведение кто-то купил, еще им готовы были выплатить, потому что знают, что писатель, он смотрит на вещи, рисуя картину у себя в голове, он просто живет, он создает этот мир, и он знает все его тонкости, он смотрит на те вещи, на которые профессионалы из того или иного отдела, ну, у него профессионально не требуется, что там рассматривать разные подходы. Кстати, этому масса примеров, и тоже в США, например, одна женщина, кстати, тоже писатель бывший, ну, или пишущий, там, пенсионерка какая-то, она же создала возможность находить преступников по генетическому следу, при том, что полиция работает, они берут этот след, они сопоставляют, да, преступник, если оставились следы, то сопоставляют с подозреваемым, да, и может доказать по тем самым оставленным биологическим, генетическим следам. Но проблема есть, система всегда работает системно, что полиция сравнивает только прямые связи. То есть вот преступник есть, и есть какой-то след на месте преступления. Сравнили, подходит, не подходит, не подходит, ну все, до свидания. А как другого искать? Никак. А вот эта женщина предложила, а давайте более широко искать. И они строили генеалогические древа по тем, ну вот есть преступника данность. А кто может быть его родственником? Находит каких-то дальних родственников. Так полиция не работает. Ну потому что она работает, потому что у нее есть системное правило. Она говорит, ну давайте мы так будем. И они начали эти древа строить и находить дальних родственников преступников, что совершенно доказано наукой, с ними идти проводить интервью. А вот не знаете ли, может быть, кто-то там говорили, в вашей семье жил бы в таком-то регионе, районе. И они находили преступников таким образом. Понимаете? А полиция так не работает. Не потому, что полиция тупая, потому что она так немножко консервативна, где-то инертна в развитиях там, новых форм и взглядов, и больше широты. И плюс это очень трудозатратно. Извините меня, сколько надо объездить всех каких-то там потенциально возможных родственников и так далее. Я это все к чему, друзья мои? К тому, что привычка. Сразу видно, какой блогер вышел из систем, где любители, ну, так сказать, величия, там, Хаминейского или еще какого-то, ну, еще раз, я, да, делал не Хаминея, а, скажем, показательно. То, что там, или Сабаха до сих пор некоторые ждут, целое течение религиозное, ждут его. Я просто, он скончался. Давно. Вот, а они его ждут. Вот они все время кого-то ждут. Вместо того, чтобы самому чем-то заняться и что-то в этой жизни сделать. Они все время кого-то ждут. А есть системы стран, где величие ушло и не рухнул твой мир. Потому что есть структуры, которые отдельно живут, они автономны, у них гранты, у них зарплата, вне зависимости от того, жив президент, плохо президент, танцует президент, ляпнул глупость президент, какой-нибудь разведчик, он как разведывал, так и разведывает. Ему по рукам не будут бить только от того, что Трампу там, допустим, что-то поменялось настроение. Ну, по крайней мере, как я это понимаю, опять же, могу ошибаться, я в США не родился, не жил, с Трампа ругают все, вплоть до тех, кто там родился и жил, а у меня эта картина не строится, у меня полное ощущение, что Трамп, например, сражается с Путиным. Вот у меня полное это ощущение, почему? Все его удары, это то, что я смотрю через призму криминала на многие события. Все его удары это по теневым деньгам, а это самые крупные деньги. Нефть тихо курит в сторонке в сравнении с запрещенными веществами. Что, да, там 300 килограмм кокаина, да, дипмиссия Российской Федерации. Еще раз, я не связываю, но обратите внимание, интересы есть в Латинской Америке, туда удар Трампа, причем двойной. Интересы Ирана и Афганистан,
удары мощнейшие, там все теряется, прибыль, преступники переходят, я это уже озвучил, на другие формы дохода, например, незаконная миграция. Ни в какой стране сейчас сильно не возникала в последнее время, пару лет, миграция очень мощная. Это просто прямая связь, когда перекрываются каналы запрещенных веществ, торговля людьми, а незаконная миграция в это тоже входит, становится одним из самых прибыльных бизнесов, ну, он самый прибыльный, и преступники, те самые, которые потеряли одну форму дохода, один товар, они тут же ищут другой. И есть всегда взлет, теряются вот эти запрещенные вещества, доход теряется, тут же возрастает ну, какая-то другая область, там, не знаю, там, будь то проституция, будь то нелегальные мигранты, которым рисуют на коленке документы, тут, это прям знаково, это прям заметно всегда. Ну вот так, то, что я бы с своей стороны добавил, к этой немножко разгулялся я, ну так что спорьте, если я в чем-то не прав, но Иран, он, конечно же, пользуется моментом о том, что вот США потерял 2 самолета, а теперь мы, значит, там будем снова высказываться, выделываться, но они тоже ловят свой тренд, давайте, да, еще раз, вот мне прям очень хочется развести, есть народ, это во всех странах, есть правительство, правительство зачастую либо оторвано от народа, да по большей части всегда оторвано, другой разговор, что либо... Даже если высшая власть, да, там какие-то представители, там, хоть президент, премьер-министр, если они даже оторваны, когда система работает, это самая силовая, которая, в общем-то, они забывают, кто там такой есть, как в Англии, да, храни бог королеву, ну, сейчас уже Царство Небесное, да, там премьер-министр есть, ну, потому что это такое, это как знамя, это как стяг, это как Дульсинея Тобольская своя, у тебя есть своя работа, своя задача, там, защищать, например, покой граждан. Вот, поэтому, естественно, есть этот отрыв, и поэтому, еще раз, люди, мы с вами, когда мы становимся сопутствующим ущербом, это всегда боль, страх, и это надо как-то менять. Можно ли менять вот так вот просто, как Китай говорит, давайте переговоры. Ну, переговоры уже бывали, переговоры уже провели к тому, что между Арменией и Азербайджаном все договорились, все помирились. Люди сидят охреневшие. Я вот все жду, когда между Азербайджаном и Дагестаном поднимется вопрос по поводу подаренных поселков вместе с людьми. Они-то там, может, и договорились. А люди тысячелетиями своих предков считали на такой территории. Договоренных, на этих договорившихся смотрят, думают такой, ну и точат кинжалы свои потихонечку там, чтобы сыну, внуку передать, потому что вопрос вернется, не сегодня, так завтра. Вот, мне кажется, вот это главная проблема, а так, ну, Иран, вот он что-то опять отвергает, там самолеты падают, а Китай тоже свои версии высказывает о том, что надо всем договориться. Прекрасно. Даже иной раз кажется, что сомневаться начинаешь, что это именно там возникло произведение искусства войны, где надо уметь побеждать без войны. Не болтать, а уметь делать так, чтобы бух и никто не мог воевать. Но, впрочем, Китай, он свое отработает, у него на территории войны сейчас не идет, он спокойно ждет, когда проплывет мимо, значит, труп его врага. Образно выражаясь. В любом случае, друзья мои, берегите себя, всем процветания, здоровья, следим за ситуацией и, ну, как вот, ищем, где выживать выживалистей. Увидимся, берегите себя.